Друзья, мы открываем новую рубрику, где будем рассказывать про самых-самых животных на планете Земля. Ищите такие видео в отдельном плейлисте по ссылке в закрепленном комментарии. И сегодня мы поговорим о самых необычных и по-своему уникальных представителей семейства псовых. Среди многообразия семейства псовых, насчитывающих более сотни видов, встречаются настоящие чудеса природы. Эти создания поражают своими адаптациями к окружающей среде, внешним видом и поведением. И начнем мы с бушменской лисицы, она же большеухая лиса. Она невероятна своими огромными ушами, которые помогают ей охлаждаться в условиях жаркого климата Африки. Этот вид отличается ночным образом жизни и питается в основном насекомыми. Бушменская лисица является одним из немногих видов псовых, специализирующихся на таком рационе. Что делает бушменскую лисицу еще более уникальной? Так это ее зубы. У нее больше зубов, чем у любых других псовых. До 50 зубов, в зависимости от подвида. В то время как у большинства других псовых имеются 42 зуба. Эти дополнительные мелкие зубки помогают ей лучше размалывать хитиновые оболочки насекомых, что является приспособлением к ее насекомоядному образу жизни. Еще один удивительный представитель семейства псовых – это гривистый волк или гуара. Гривистый волк – это южноамериканский хищник, обладающий длинными ногами и красно-оранжевой шерстью. Несмотря на название, он не имеет близких родственных связей ни с волками, ни с лисицами, занимая уникальное место в семействе псовых. Гривистый волк приспособлен к жизни в пампасах и лесах, где он питается как мелкими животными, так и растительной пищей. Гуары питаются даже фруктами, особенно ценя в своем рационе волчьи томаты, также известные как волчьи яблоки. И, конечно же, нельзя не сказать про африканских гиеновидных собак. Африканские дикие собаки выделяются своим необычным пятнистым окрасом шерсти и крупными круглыми ушами. Да, они похожи на гиен, но генетически никак с ними не связаны. Африканские песики известны своей социальной структурой и сложными методами охоты, где вся стая работает вместе, чтобы выследить и поймать добычу. Кстати, когда стая гиеновидных африканских собак готовится к охоте, каждый ее член может участвовать в принятии решения о начале охотничьего похода. Это происходит через серию издаваемых звуков, похожих на чихание. Исследования показали, что количество чиханий влияет на решение стаи начинать охоту. Чем больше членов стаи чихают, тем выше вероятность того, что они отправятся на охоту. Этот процесс можно рассматривать как демократический способ принятия решения внутри группы, что довольно необычно для животных. Нельзя не упомянуть и одну из самых милых лисичек – феника. Феник или пустынная лисица обладает поразительно большими ушами, которые служат не только для ловли звуков, но и для терморегуляции в условиях жаркой пустыни Сахары. Эти ушастые красавцы имеют маленькое тело и длинный пушистый хвост, который помогает им сохранять равновесие. В условиях жаркой пустыни, где температура воздуха может достигать экстремальных значений, большие уши феника способствуют эффективному отводу излишнего тепла от тела, помогая таким образом поддерживать необходимый баланс температуры. Кроме того, благодаря своему размеру и чувствительности, уши феника позволяют ему ловить звуки добычи, например, движение насекомых или грызунов под песком на значительном расстоянии. Это делает их великолепными охотниками, даже в условиях скудной пустынной фауны. Но и самый редкий представитель семейства псовых – это эфиопский волк. Он обитает исключительно в горах Эфиопии. Со светло-красной шерстью и стройным телом эфиопский волк приспособлен к жизни на высокогорье. Он питается главным образом грызунами и является одним из самых редких и уязвимых хищников Африки. Этот вид в основном питается грызунами, которых охотно ловит среди скалистых ландшафтов и альпийских лугов. Однако самым поразительным является то, что эфиопские волки используют свои длинные тонкие морды в качестве инструмента для вытаскивания своей добычи из узких щелей и нор. Их морда идеально приспособлена для такого рода охоты, что делает их исключительными специалистами в среде обитания, где пищевая конкуренция с другими хищниками минимальна.
Каждый из этих видов демонстрирует удивительные примеры адаптации к своей среде обитания, подчеркивая разнообразие и изобретательность природы в процессе эволюции. От пустынь Сахары до гор Эфиопии и просторов Южной Америки. Псовые воплощают силу, выносливость и сообразительность, которые позволяют им процветать в самых разнообразных уголках планеты Земля. А какой представитель псовых у вас самый любимый? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами, кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забываем ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!